Всем привет! Меня зовут Дима, и сегодня я расскажу, как настроить выгрузку новых заказов из сайта на платформе OpenCart в любую нужную вам систему по Webhook. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать новые заказы из OpenCart в другие системы. Например, вы сможете отправлять в нужную вам систему новые заказы из OpenCart по Webhook, удобно хранить их там, обрабатывать и всячески взаимодействовать с ними в дальнейшем. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных OpenCart. Далее необходимо выбрать действие. Если вы хотите получать данные по всем новым заказам, выбираем действие «Загрузить заказы новые». На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт OpenCart. В этом окне вы можете дать ему название или просто кликнуть «Сохранить». Далее вам необходимо скачать файл из этого окна, загрузить его на ваш сайт на OpenCart в корневой каталог. После этого вам необходимо будет указать URL к этому файлу. Например, он будет выглядеть таким образом. Обратите внимание, если вы уже осуществляли несколько попыток подключить ваш сайт на OpenCart к Apex Drive, то в указанном URL номер должен совпадать с тем номером, который указан в файле, который необходимо скачать. Для каждого нового окна подключения файл будет отличаться. В данном случае у меня уже файл установлен на сайт OpenCart, поэтому я буду использовать подключенный аккаунт. Для системы OpenCart дополнительных настроек не предусмотрено, поэтому просто кликаем «Продолжить». На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому тоже кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите данные по одному из ваших заказов. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». На этом настройка источника данных OpenCart успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем Webhook. Далее необходимо выбрать действие. Отправка данных. На этом этапе вам необходимо создать виртуальный аккаунт Webhook в системе Apex Drive. В этом окне вы можете дать ему название. Также вам необходимо указать URL для отправки данных. Вам необходимо уточнить в системе, в которую вы хотите передавать данные по Webhook, на какой URL эти данные можно отправлять. После того, как поддержка этого сервиса вам предоставит этот URL, его необходимо будет указать в этом окне. Для примера я создам еще одну связь в системе Apex Drive, где в источнике данных буду использовать систему Webhook, которая и предоставит мне необходимый URL. Примерно такую ссылку вам должна предоставить система, в которую вы хотите отправлять данные по Webhook. После того, как подключенный аккаунт отобразился в списке, выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вам необходимо выбрать тип отправки данных, а также вам необходимо указать параметры, которые будут состоять из названия и значения для этого названия. В поле названия вам необходимо прописать название поля, которая будет распознаваться той системой, в которой вы будете передавать данные по Webhook. Для того, чтобы узнать, какие поля можно использовать, вам необходимо обратиться к справочным материалам этой системы или обратиться в их поддержку. Для примера я покажу классические названия полей, которые чаще всего используются. В поле значения вам необходимо выбрать переменную из OpenCart, которая будет передаваться в поле Name в нужную вам систему по Webhook. Для того, чтобы появился еще один набор параметров, кликаем «Добавить».
После того, как все названия полей и значения указаны, кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите пример данных, которые будут отправляться в нужную вам систему по Webhook при каждом новом заказе из OpenCart. Если вас что-то не устраивает, кликните «Редактировать» и вернитесь на шаг назад. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в Webhook». После успешной отправки вам необходимо перейти в систему, в которую вы хотели отправлять данные по Webhook, и проверить результат. Я же перейду в связь, которую создавал для примера, и проверю данные, которые пришли. Как видите, на этом этапе отобразились названия полей и значения, которые в них передавались. Если вас все устраивает, возвращаемся к исходной связи и продолжаем настройку. На этом настройка приема данных Webhook успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление и выбрать интервал срабатывания связи, например, один раз в 5 минут. Связь, которую я создавал для примера, можно удалить. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграции и удачи!